Всем привет! Вот мы вплотную подобрались к новым выпускам. Эти новые выпуски будут включать в себя подготовку яхты к переходу и, собственно, сам переход из Хорватии в Черногорию на только купленной лодке, что само по себе является авантюрой. А еще напоминаю, что я без опыта, вообще без какого-либо морского опыта. Так что присоединяйтесь к просмотру и подписывайте, дергайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И обязательно пишите комментарии, это очень помогает продвигать видео. Еще я хочу сказать, что человек, который был нанят капитаном, просил не публиковать его лицо, так что я считаю нормальным заблюрить лицо и удалить личные данные. Пожалуйста, не удивляйтесь, лица капитана на серии моих видео не будет, только мое. На свое лицо имею полное право, в отличие от чужих лиц. Так что погнали! Зрители моего канала помнят, что когда мы с продавцом выходили в море перед покупкой яхты, мы не ставили грот, и из-за этого у меня было очень много сомнений насчет него. Я совершенно не понимала его разводку, я в принципе не понимала, какая она должна быть, и эту я не понимала еще больше. То есть я в принципе понимала, как она устроена на яхте среднестатистической, но тут явно что-то было не так. Так что когда приехал капитан, мы первым делом взяли за осмотр бегучего такелажа. И как только мы начали разбираться со всеми веревочками, канатиками, шкотиками, шнурочечками, мы поняли, что все еще хуже, чем я предполагала. Разводка действительно была странная и не совсем понятная. Так что мы решили, что первым делом стоит разобраться с этим вопросом. Этот завязывал тебе с прямым узлом, я сейчас тебя учить не буду. Я его завязываю сейчас вот так, чтобы открыть. Они вот так и были завязаны, но развязываются вот этот узел одним, да. Все, да. А ну, потом перезавязывалось, понимаешь, у меня уже это автоматом. Вот такие узлы там и были. Происходит. Обычно уже в современных лодках грот заводится сюда на лебедку, и тебе его набивать проще и травить. Ну, проще. логично, да. К тому же здесь и лебедка для этого вот. есть. И... Я сейчас не понимаю, что за лебедок тут у нас как в лебедочном магазине. Подожди, я лебедок не понимаю сейчас, что там за херня происходит. Потому что набивать его в море и крепить на утку... На палубе это, мне кажется, как минимум опасно. Они там тоже есть, но просто здесь все придумано для удобства людей. На ней ходили много, здесь, по идее, можно просто подумать, как оно было до нас. И если мы это восстановим, то, наверное, это будет вот рабочий вариант. Я сейчас именно об этом и думаю. Ну, в смысле, и до Нена, до предыдущего владельца. Нет, просто это физически очень тяжело, и это невозможно, чтобы он крепился так, только на мачте. Это просто в море невозможно. Значит, я думаю, что он просто отвязан. А как он тогда... как его поднимать? Сейчас, подожди, я сейчас соображу. Потому что, вот смотри, у нас с тобой на лебедке выходит... Риф у нас с тобой есть. Вот этот бело-красный. Да. Вот это риф. Вот я думаю, что черно-белый это должен быть либо второй риф, либо как раз грот. И мне сейчас надо будет найти... Мы сейчас с тобой будем искать, куда эта черно-белая веревка ведет. Вот это вот. Да, потому что вот она очень похожа на грот как раз. И вот я вижу стаксельфал. Он у нас красный. Все, я нашла. Это хорошо. Это тот красный, который мы не могли понять, куда идет. Мы его только... Значит, мы сейчас найдем, как у нас гротофал крепится. Сейчас. Мы с тобой потихоньку эту лодку разбираем, чтобы нам было понятно, потому что мы потом подпишем с тобой каждую веревку, чтобы ты знала, ну, если я что-то там кричу. И вообще, знаешь, я что сейчас сделаю? С моего позволения мы сейчас вниз опустим. Мы оставим... Кого опустим? Где меня опустим, чтобы я видела, что происходит. Потому что мне нужно это видеть. Потому что мне тяжело через крышу соображать. Разумеется, все подпускаешь. Потом мы ее наденем обратно. А сейчас мне надо ее опустить. И вообще, не знаю, в переходах многие убирают. Если дождь, то надевают обратно. Я держу раму. А? Раму держу. Хорошо, сейчас я тут аккуратненько. Не хочется ничего портить и ломать. Кстати, у тебя новое все пошло, я так понимаю. Так,
Ща, погодь. Твою же налево. Что ж все так через жопу? Не то, что через жопу, а просто старая конструкция. Старое понимание. Обновлений тут принципиальных никаких за последние годы не происходило, как ты понимаешь. То есть здесь вот что было швейцарцам сделано, то и осталось. Вот именно поэтому в 80-е годы это считалось спортом этих мощных дядек перекачанных. Так, я сама сначала пойму, а потом тебе объясню. Хорошо. Я надеюсь, ты не как брокер потом объяснишь, правда объяснишь. А то брокер тоже говорил, я тебе потом объясню. Ты сбежал. Объясняю мое беспокойство, в чем заключается. Вот этот обрывок, видишь, вот этот тоже странный. Вот, мы же его же и искали же. Да? Да, только почему он так сделал? Потому что они ходили без грота все эти годы? Или почему? Мне это надо Но они же купили в прошлом году новый грот. Это новый. Значит, они ходили под грот. Смотри. Не просто ж так они его купили. Мне просто очень не нравится. Точнее сказать, я не могу понять, потому что я ходила на более современных лодках. Это понятно, что это у нас страховка, чтобы веревка не улетела и ее никуда не оторвало. Но вообще он должен идти вот сюда вот. Есть у меня такое подозрение. Через вот этот вот. Вот. Сюда он должен идти. У меня тут стопор открытый. И вот теперь нам с тобой надо понять... Для чего оно тут? Нет, как вправе, смотри. Вот у нас эта лодка, вот она как-то очень странно. Ну, завязана эта петля. Теоретически просто могло быть, что они наращивали веревку по длине. Потому что вот у нас. Я тебе объясню, это довольно тяжело тянется, и тебе нужна именно лебедка, чтобы да, это только на набивать, и чтобы потом травить. Поэтому теоретически эта веревка. Хорошо, где у нас ручки, лебедки? Вот у нас есть лебедка. Набивать на мачте, а травить как? Тоже на мачте? В открытом море? Странно. Херня какая-то. Не, ну может он суперменом был? Нет, дальше смотри, у нас еще в чем фишка. По законам физики, смотри. Вот нам, в принципе, понимаешь, грот идет под очень сильным давлением. Ну да, масса ветра. какая. Веревка должна быть одна. Она не должна быть связанная, нарощенная. Потому что, смотри, вот мы сейчас ее, например, с тобой нарастим, она у нас не пройдет через это. Да, запнется. Понимаешь, вообще не пройдет. Поэтому вариант один. Либо, а там нет, там все замотано капитально. Значит, есть какое-то другое решение, которое надо поискать. Мне... Так. Окей, вот, одно из решений. Хорошо, а где мы его крепим? У нас есть тут лебедка на мачте специальная. Вот она. Вот она вперед смотрит. Но она, по-моему, не работает. Она механическая лебедка. Сейчас мне надо ручку поднести. Не, она, по-моему, вообще не работает. Значит, у них было какое-то другое решение. Она не дотянется до этого. До кокпита. Забыли. А вот эта красивая черная. Вот она мне очень интересно, потому что она где-то берет и теряется. Вот смотри, вот это вот. Она вот у нас протягивается. Вот она. А зачем же она туда идет? Зачем-то же она нужна? И она мне очень напоминает, что она бы могла работать на гроте именно. Потому что... А куда она уходит? Вот, она смотри, куда уходит. Она уходит в мачту. Ну да, дальше-то где она вылазит? Сюда. И дальше она... И дальше неизвестно, да? Вы поднимали грот быстро? Мы не поднимали грот. Вообще? Да. Твари. Не ты, они.
То есть, блядь, наебали. Мы его только развернули, посмотрели и все. То есть вы грот не поднимали. А вы под мотором выходили? Да. Мы стаксель только открыли, но мы недалеко ходили. Мы ходили там на подъем лодки на море. Окей. Угол передний крепится вот здесь, вот На металлическом. на такую штуку. Задний у тебя идет туда, пошли смотреть. Это без гроба, что ли? Без гроба. Вот видишь, как это? Да, вижу. Значит, красная черная веревка уходит у тебя. Вот сюда смотри, в гик, и вот она вот сюда идет. Вот смотри, вот она сюда бежит. Да. Внутри. Внутри. И дальше у нас, сейчас я посмотрю. Чисто технически, ну не просто ж так они его купили. Вот, наверное, смотри. они его подымали. Подожди, я вообще не про это. Оба рифа у тебя заведены. Хорошо. Это у нас система. Тут она длинная. Это та, которую я только что бухтовала. Все, я ее нашла. Отлично. И что это нам дает? Сейчас увидишь. Угу. Так, вот это. Вот смотри, что Да, сейчас вот. будет. Вот смотри. Ать. Так, ну она натянулась, да. Натянулась, видишь, да? Угу. Это у нас... Вот это. Это называется у нас гротошкот. Вот сейчас я потравлю. А на кой черт она такая длинная? Так надо. Потому что у нас ее амплитуда движения вот Большая, смотри, да? Вот смотри, у меня сейчас отпущен стопор, и я аккуратно голову. Я могу ее двигать. Аккуратно голову. Вот со всей дури туда я оттаскиваю. Ну это как бы максимум, дальше она не дает. Хорошо. Теперь давай. Только аккуратно, чтобы по башке не заело. Вот смотри, двигается она или нет, она сама по себе двигается. Давай. Хорошо, отпускай. Не держу. Пусть, очень хорошо, пусть идет сюда, сюда. Это вот смотри у нас вот первый риф, второй риф. Вот эта веревка для грота. Вот там она у нас обрывается. Это не та, которая там оборвана. Она. Это черная, помнишь? Нет, вот та, которая оборвана. Я про нее тебе и говорю. А это другая. А это у нас уходит мачта, и мы пока Да, не и нашли. мы не поняли. И мы пока не нашли куда. Но мы сейчас найдем. А это не может быть... Я так понимаю, что вот этот трос, он наверху срощен с веревкой. Какой? Это вот топинант. Вот этот топинант, да, он наверху срощен с веревкой через кольцо. Ну, мне так сказали, в таком случае. Я думаю, это не может быть она. Нет, это была у меня страшная галлюцинация. У меня была страшная галлюцинация, что эта веревка у нас перекрутилась. За эту, за ванту. Не за ванту, а как она называется? Краспицу. Не за краспицу, а за эти от Lazy Jack, которые у тебя. Вот эти вот у тебя от Lazy Jack штуки. Здесь у нас все нормально, и это реально гротофал. Потому что он идет в топ мачты. Да, он идет в топ мачты, в отличие от большинства других. И вот смотри, и из топа он у нас вот здесь вот выходит, и все очень грамотно сюда. Слушай, а он проходит-то не с той стороны. Не, это сейчас ветер давит веревку. Она специально. Я только что вот проверяла эту измену как раз. Ладно. Хорошо. Вот это у нас что-то. Это у нас. Ага. У нас есть какие-нибудь еще веревки, которые идут с топа? Вот это сине-белая. Это с спинакера. Все, на других вариантов нет. Я тебе про это и говорю. У нас, смотри, еще. Спинакер у нас в топ идет, или откуда он у нас идет? Нет, спинакер у нас спереди с топа идет. И это правильно. Он, он так и должен быть заведен. Тогда у нас просто только один вариант. Больше стопа у нас Я тебе про то и говорю. А вон мужички идут. Это твои соседи, нет? Не знаешь? Это рыбаки местные проходят. Добрый день. Вот, и соответственно, значит, вот смотри, они здесь какую-то хуйню направили. Понимаешь? У нас проблема в том, что черно-синяя короткая. Да.
И на лебедку она не дотягивается. Да. И вариант у нас ее на лебедке нарастить Есть. только. Нет, у нас есть один вариант. Провести ее. У нас есть, это я сейчас мне надо прогуглить, знаешь что? То, что в гугле найдется все. Как вариант. Смотри, красное это мы с тобой вспомним. Что это у нас такое было? Это на Геную. Яхта это творчество. Ты можешь проводить веревки, как ты хочешь. А то, что теоретически можно, знаешь, что попробовать? Ага. Можно попробовать, если у нас дотягивается. Может быть, они специально так и сделали. Нет, не стой, не получится. Хотя, может, получится, дай подумаем. А что вот это за веревка? Это я пока еще не знаю, это не то, это совсем не то. Ну, Еще явно смотри, оно не еще вот это здесь какая-то веревка, страховочная. Ну, да. Просто, потому что она у нас специально, она не просто так здесь вот так замотана. Это сделано не просто так. Чтобы всякие умники не вязали и не пытались протянуть куда не надо, да? Либо они просто его отрезали и закрепили. Такое тоже можно. Но мы можем этому твоему чуваку сейчас позвонить. Да, мы можем позвонить маме спросить. Но сейчас я еще хочу, подожди, я же не хочу тупой овцой быть, я же хочу сама додуматься. На этих, на первобытных лодках так и было, утки и Ну, это все-таки 84-й год, она не настолько первобытная. я тебе про то и говорю. Она моложе нас. Должно быть еще какое-то решение. У нас не хватает 6-7 метров длины вот этой веревки. Давай найдем сейчас мануал. У тебя есть название лодки, ее модель? У меня мануал есть, понятно. Вот, давай сидеть курить, пить пиво и смотреть. Ага. А это у нас, смотри, что такое. Вот это белое. Она у нас... Она у нас до середины мачты. Да. Только подожди, мне интересно, почему они... Это чтобы не заливало, что ли, они прикрывали? Видимо, да. Я не знаю. Или потому что им это не нужно было? Или, может быть, люк подтекает. Кстати, да. Ну тогда как-то управляешь. Я так понимаю, нет ультрафиолета, просто закрывали. Не факт. И тут еще лебедочка. Уноси ветра, чтобы не... Да. Я думаю, это, в принципе, нам в переходе не надо. Я просто положу. А может и надо, сейчас узнаем. Но достать легко будет, поэтому... Хорошо. Они почему-то пренебрегли вот этими утками, потому что... Средние утки вот, нет, это для чтобы не перетирались. Вот это, знаешь, когда, чтобы сильного напряжения не было. Видишь, они что, вот это сделали? Вообще, это бы по-хорошему надо было провести сюда, это вот сюда. И сюда. Вот, а это чтобы... это сюда... нет, сюда проводятся эти... Как они называются? Брасы вот туда проводятся. Топора есть, хорошо, пробуем сейчас. Сейчас пробуем делать следующее. Черный-синий, да, не верю? Черный-синий. Меня просто единственное, что смущает в нашей ситуации, зачем тогда у нас вот проведен эта веревка? И откуда она тут? Потому что теоретически я могу сейчас снять с этой лебедки, перекинуть на эту лебедку по теории и должно держаться. Ну, давай сейчас попробуем. Аккуратно. Смотри наверх, чтобы у нас... Не-не-не. На красную смотри, на геную фал. Здесь? Нет. Наверху? Да. Я его не вижу. На фал геную. Происходит что-то или не происходит? Нет, пока. Вниз не падает? Нет. Ну и хорошо. Все хорошо, все зафиксировано, все держится. Это мы сейчас просто временно пробуем вариант. Угу.
Слушай, они не рабочие. Лебедки не рабочие? Да. Добротненько. Смотри, это крутится. А это нет. не крутится. Ясно. Ну окей, ладно. Ну зафиксировать-то, наверное, можно. Сейчас нее, попробую на стопор. Видишь, стопора уже. Да? Диаметр Веревка толстая. Шире, чем. Ну ладно, можно узел накинуть. Сейчас, вот я хочу сейчас, подожди. Ну это, понимаешь, я не хочу на соплях идти. Я понимаю, но без грота идти тоже так себе решение. А мы не пойдем без грота, мы с гротом пойдем. Просто это такая странная какая-то... Как его натягивать-то дальше? Вот я тебе про это и говорю. Просто тут, ну, капитально завязано. Это ж явно делали не на один день. Это... Я тебе про то, я именно это имею в виду. Этот узел ввязать, блин, полчаса надо сидеть. Окей, это тоже у нас не решение. Так, и что у нас? Где мы? Я думаю, что оно здесь просто завязано, чтобы не потерялся и не улетел. А эту часть, может быть, на лебедку. И здесь уже крутить. Может, как-то вот так? Да, но тогда ответь мне на вопрос, почему у нас из кокпита вот сюда идет и абсолютно... этого я объяснить не Нет, могу. и абсолютно грамотно через этот погон проходит. Потому что, может быть, она шла вместо этой веревки, а дальше у нас случился то ли обрыв, то ли еще что-то. То ли отрезали, да, то ли вот, обрыв то ли ставили. отрезали. Вот, посмотри. Угу. Конец не это, Не обработан, не обмотан, не подожжен, ничего. Хотя тут все концы как-то обработаны. Об этом и речь. Вот смотри, как выглядит нормальный конец. Да. Возможно, был обрыв. Так нет, невозможно, он точно был. Угу. Я говорю, это факап, который от тебя скрыли. Ну, замечательная новость. Ничего страшного. Хорошо, что мы его обнаружили. Хорошо, что нам не надо никуда гнать, потому что иначе, конечно, это была бы новость в море уже, мы бы узнали. А мы бы не узнали, ну, мы бы вернулись обратно. Так, а давай посмотрим, как у нас этот конец выглядит. Тоже никак, но здесь он обмотан изолентой вот тут. Это нормально, Ну, это да. так делается. Так, хорошо. Значит, звоним Нэна. Тебе Нэна продавал, да? Наверное. Значит, ему и звоним. Давай. Идем сейчас в кокпит. Подожди, сейчас я посмотрю. Это рифы завязывать, чтобы не болталось, как бы оставшиеся. Вот мы же сокращаем площадь паруса при рифлении. Да, чтобы не висело, не болталось. мешок, Это мы завязываем, красиво укладываем в эту, как она называется, в гармошечку. Да. Сейчас я вот хочу вот это вот так вот сфотографировать. Жалко, что лебедки не рабочие, но хорошо, что они есть. Их можно, возможно, да, их возможно отреставрировать, смазать. Еще заживет. Это у нас, я так понимаю, это у нас эти рифы. У Нэна есть WhatsApp, по-моему. Можно ему фотки, если что, скинуть, если, по-моему, есть. Вот это страховочная фигня. Это держит один из рифов на передней шкатуре. Поняла, что подвязывать. Вот это вот у нас что такое? Это у нас еще что-то такое веселое. А вот у нас какой-то карабин. Бездельник. Да. Вот коробочка с сюрпризом. Сколько их еще может оказаться? Слушай, мы еще не вышли никуда. Но все лодки, они коробочки с сюрпризом. Понимаешь, значит, у них есть какое-то решение. Наверное, у них был какой-то план, его надо спросить. Скорее всего, они его поднимали. Не просто ж так он у них тут был. Они его, скорее всего, поднимали, они целили. Да, и то есть, скорее всего, какой-то план был. Но, возможно, он закончился на обрыве, например, вот этой веревки. Может, после этого просто больше никто ничего не делал. Не, понимаешь, если... Потому что странно видеть здесь обрывную веревку. Почему ее не убрали, если она не нужна? Если они продевали новую проводку грота, то она должна быть... И смотри, веревка-то новая. Вот, она же, посмотри, да, она новая веревка. Да. Почему она такая короткая? Денег экономили или что? Развязываем. Да. Я провожу эту веревку через да. грот. И тут наращиваешь. И здесь я ее связываю, да. Наращиваю. Ну да. И нам понадобится какой-нибудь дядька-кудесник, чтобы сплетет. вот он вот это вот нарастил, чтобы до блок, дай я посмотрю, куда уходит. А просто на беседочном не будет держаться, да? Смотри, у нас происходит что. У нас вот, давай измерим. Вот у нас
значит, вот сюда пошло, вот туда пошло. При этой длины у нас хватит до середины где-то. У нас, смотри, где перетираться пути будет. У нас надо, чтобы наш беседочный узел не доходил вот сюда. Понимаешь? Чтобы вот здесь он не терся. Да. Или же, вот, чтобы у нас прошло вот здесь связка. Вот. Или все. Дальше, или ближе. И, ну, причем с учетом того, что при подъеме беседочный узел... Чтобы они не терлись, а пойдет туда. А препятствие. Гениально и просто. Просто гениально. Видишь, что получилось? Это мы отрываем. Протягиваем. Вяжем на беседку. Я дотягиваю до лебедки. Только надо подготовить веревку новую, наверное. Вместо вот этой гнилой зеленой. Нет, это плохой вариант. То есть мы его поднимаем на руках, как он предполагает. Подожди, заказ. Не просто цвета. Стой, теперь остановись на секунду. Теперь не надо. Вот просто держи, ладно? Просто не отпускай, чтобы вот ты. Стопор, это ты. Дальше я прокладываю. Он у меня идет через этот сюда. Это идет туда. Это идет сюда. Все, отпускай. Все, проблема решена. Подожди, только я хочу его сейчас до конца, пока ветра нет, давай его до конца. Я думаю, что они так и ходили. Просто вот здесь натягивали его. А это стопор, чтобы просто не потерялся. Я сейчас ничего не делаю, потому что ветер. Мне дотянуть его надо было. Видишь, я весом, весом, я работаю весом. Как мы его спустим? Вот теперь просто держи. Но не тяни. Смотри, что я делаю. Все, поняла. Отпускаем? Да. Вот как он спускает. Поняла. И главное его тянуть, чтобы не порвать. И желательно это делать быстро. Ну, как бы, желательно это за пару секунд делать. Не в нашем с тобой составе. Исправи. И вот смотри, вот это ликпас входит в твои эти. И надо, чтобы они, оббегаешь вокруг мачты, если это тяжело, чтобы они дальше забираешься вот на эти лебедки. В итоге день прошел плодотворно. Мы полностью разобрались с бегучим такелажем и нашли все основные проблемы. Некоторые шкоты и фалы стоило заменить, некоторые веревки требовали внимания, но основная проблема была не в этом. Проблема была в том, что гратофал находился на палубе, и он совершенно не предполагался для завода в кокпит. Он был коротким и был закреплен на мачте, таким образом его нельзя было оттуда убрать, и, видимо, предполагалось его использование как есть. При этом лебедки на палубе были в плохом состоянии, требовали сервиса, и половина из них не работала. Да и в целом не похоже было, что гратофал предназначался в пару к лебедкам. Похоже, с ним надо было работать на руках. Нас это, конечно, несколько смущало, и мы думали, что с этим делать. На шумок пришли соседи, начали посильно участвовать, но и они ничего дельного с этим гратофалом придумать не смогли. Работа с гротом с палубы во время перехода и на руках без лебедки казалась спорным мероприятием, а наращивание гратофала не представлялось возможным из-за того, что место сращивания застревало бы во всех блочках, во всей проводке по палубе и просто не позволило бы нормально работать с ним. А самое главное, что место сращивания потенциально было бы слабым местом
и вполне могло подвести в какой-то ответственный момент.